Представьте, вы находитесь глубоко в пустыне, где не видно ее краев. На улице стоит жара, нет воды, нет домов, нет дорог и городов. И тем не менее на этом, как казалось, безжизненном месте впоследствии зародится самое первое в истории человечества государство — Древний Египет. В нем будет госаппарат, территория, армия, налоги и даже юрисдикция. В общем, все как и подобает. Но как они это сделали? В этом ролике я расскажу вам, как зародилось первое в мире государство, как люди выживали в пустыне, окруженной песком и камнями, как в Египте жестоко делили власть, откуда появился первый фараон, зачем египтяне строили пирамиды, как они относились к загробной жизни. На эти и другие интересные вопросы в этом ролике мы сегодня с вами и ответим. Меня зовут Артур Заргарян, желаю приятного просмотра. Взгляните на эту карту. Африка. С севера на юг одна пустыня, и сперва кажется, что местечко для жизни не самое пригодное. Но здесь есть одна зацепка. Вот она, это гигантская река, называется Нил. Она настолько огромная, что простирается более чем на 6000 километров и уступает только Амазонке. Именно эта река по своей сути и зародила жизнь в Древнем Египте. Но произошло это не сразу. Примерно 8000 лет назад климат Северной Африки был совсем другим. Этот период еще называют Зеленая Сахара. Здесь были реки, озера, болота, росли деревья, трава, водились животные, пригодные для скотоводства. Но за следующие 2000 лет климат здесь довольно хорошо поменялся. Он стал суше, жарче, и на месте некогда живой Зеленой Сахары по сути появилась огромная безжизненная пустыня. И да, в общем-то в этом месте жить стало невозможно. Однако Нил все же оставался единственным источником воды и зеленых пастбищ, поэтому люди из Сахары начали массово мигрировать сюда. Нил давал людям воду, каждый год снабжал илом, позволяя выращивать культуры. Там можно было ловить рыбу, заниматься скотоводством, а еще в будущем река играла роль транспортной артерии, поэтому благодаря Нилу это место стало пригодным для проживания. Ничто в этой жизни не происходит без причины. Примерно в это время начинается зарождение государства, и сейчас я расскажу, почему это случилось. Представьте себе картину. Вы со своей семьей переселились в долину Нила, где есть огромные плодородные бесхозные земли, и вы по сути начинаете заниматься самозахватом. Если у вас много членов семьи, то можно и расширять свои владения, выращивать больше продуктов, строить дома, заниматься скотоводством и так далее. У кого-то земель было больше, а у кого-то меньше, у кого-то почвы были более плодородные, у кого-то менее. Да в конце концов еды у кого-то было больше, а у кого-то меньше. Со временем какие-то землевладельцы умудрялись даже выращивать избытки зерна. И если в современном мире капитал человека измеряется, грубо говоря, в деньгах, то на то время главным капиталом являлась земля и ее плоды. Я говорю это к тому, что уже в то время мир начал делиться на бедных и богатых, что привело к расслоению общества. Это очень важная причина, почему вообще появляется государство. Вся жизнь людей укладывалась в полосу шириной всего 15 километров вдоль Нила, потому что за этими пределами шла мертвая пустыня. Вкратце говоря про быт, египтяне выращивали пшеницу, ячмень, овощи и тому подобное. Жизнь людей строилась на том, что утром они выходили в поле, а вечером молились богам за разлив реки. И, кстати, интересный факт, но египтяне отмечали Новый год летом, когда Нил давал разлив. Все просто. Со временем богатые землевладельцы нанимали себе на работу людей, создавали свои небольшие армии и занимались экспансией. Где-то получалось договориться, а если более слабый землевладелец не отдавал землю по-хорошему, то забирали силой. Богатые люди становились во главе и устанавливали на территориях свои порядки. Именно так в Древнем Египте стали появляться номы, а их главы назывались намархи. Приведу простую аналогию. Россия делится на субъекты, США на штаты, Швейцария на кантоны, ОАЭ на эмираты. А вот Древний Египет уже тогда делился на номы, то есть области. Конечно, спокойной жизни там не существовало, потому что без единого правления намархи постоянно воевали друг с другом за каждый кусочек земли. Так или иначе, территория Древнего Египта со временем разделилась на верхний и нижний. Именно там располагались самые сильные центры. В Верхнем Египте климат был суше, дожди выпадали реже, а в Нижнем, наоборот, климатические условия были значительно мягче. В течение 1000 лет эти две части Египта делили власть и
дрались за ресурсы. Это могло бы продолжаться и дальше, но в какой-то момент один человек изменил ход истории. В 3000-х годах до нашей эры в Верхнем Египте правил царь Нармер. В какой-то момент он объединил свое войско и вместе с ним двинулся в Нижний Египет. После тяжелых битв Нармеру удалось его завоевать. Этот человек, по сути, объединил Египет в единое государство и затем провозгласил себя первым фараоном. Кстати говоря, палетка Нармера — древнейший сохранившийся артефакт. С лицевой стороны он носит белую корону. Это символизирует Верхний Египет, а с обратной стороны красную, то есть Нижний Египет. После объединения Древний Египет превратился в централизованное царство во главе с фараоном, но и у него были свои помощники. Фараон отдавал указы, его правая рука визирь их выполняла, а намархи собирали налоги и следили за порядком в областях. Вообще, Древний Египет уникален тем, что сам особо ни с кем не воевал. Большую часть времени он никого и не трогал, а тихо развивался сам по себе. Но при этом и его захватить было задачей очень непростой. Объясняется это тем, что географически Египет расположился очень удачно. Сильных стран на то время не было, а сам он был защищен со всех сторон. С севера это было Средиземное море, с востока Аравийская пустыня, с юга катаракты Нила, а с запада Ливийская пустыня. Теперь хочу рассказать про фараонов и религию в Древнем Египте в целом. Религия неизменно переплеталась с властью. Фараон считался божественным посредником между людьми и богами. Культ фараона был чрезвычайно силен. Ему возводили святилища и мавзолеи, а его имя связывали с космическим порядком Маат. Фараон управлял страной, правя по Маат, то есть обеспечивая справедливость и порядок. Даже храмы традиционных богов были относительно скромными, а обожествленный фараон воспринимался как живой бог. Египтяне искренне верили, что человек — это не только тело, но и душа, которая внутри этого тела заточена. И для того, чтобы человек мог отправиться в рай, после смерти человека нужно было очень ответственно и правильно выполнить все необходимые ритуалы. Для египтян рай представлялся как поля Иалу, куда попадали только лучшие люди. По сути, это что-то вроде идеального Египта, где постоянно есть плодородные поля, разлив Нила, где боги на тебя не злятся, и все в этом духе. Но перед этим душа еще должна была пройти суд. Египтяне верили, что душа после смерти отправляется к Осирису, богу мертвых. Осирис клал сердце человека на весы и сравнивал его с пером Маат. Если сердце было тяжело от зла и грехов, его съедало чудище Амат, и душа исчезала навсегда. Но если сердце оказывалось легче пера, то душа отправлялась в рай. И тут интересный момент, почему египтяне вообще мумифицировали тех же фараонов и строили пирамиды? Они верили, что душа не сможет вернуться на землю, если тело уже не существует. Мол, если тело разрушено, то и душа погибнет. Поэтому египтяне мумифицировали покойников и строили гробницы. Пирамиды были не просто могилами. Считалось, что так душа фараонов будет править вечно и защищать Египет даже после смерти. Подобные гробницы и ритуалы должны были запустить процесс перерождения и обеспечить бессмертие. В целом, какое-то время Древний Египет развивался уверенно и был мощной страной. Они создали письменность, инженерию, архитектуру, искусство, календари, ирригационные системы, юрисдикцию, бюрократию и так далее. Но постепенно из-за постоянных внутренних конфликтов, борьбы за трон, завоевателей и прочим причинам Египет сильно ослабнет и впоследствии станет провинцией персидской державы до тех пор, пока Александр Македонский не захватит Египет. Но это уже совсем другая история. В конце концов, Древний Египет — это не просто про пирамиды, артефакты и какие-либо достопримечательности. Вовсе нет. На самом деле Египет показывает, что даже спустя тысячелетия основы человеческого общества остаются неизменны и остаются с нами навсегда. По ссылкам в описании вы найдете еще больше интересного контента. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Встретимся с вами в следующих видео. До встречи!